Остров Кихну. Очень холодно, ветрено и морозно. А попасть на этот остров можно разными способами. Самолетом, паромом, а иногда по ледовой дороге, о которой я вам расскажу. Зимой в Эстонии появляется дорога, которой нет на карте большую часть года. Это ледовая переправа между материком и островом Кихну. Когда Балтийское море замерзает достаточно прочно, по льду открывает официальный маршрут, и обычная поездка превращается в настоящий арктический опыт. Протяженность дороги около 12 километров. Местами она даже сейчас трясет, как видите, довольно неровная. Ледовая дорога соединяет материк в районе порта Мунарайт с островом Кихну. Это часть Эстонии в Рижском заливе Балтийского моря. Кихну известен своей самобытной культурой и традициями, включенными в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Идет она практически параллельно маршруту парома, который ходит на остров Кихну. Уже ближе к острову дорога вполне хорошая, ровная и позволяет разогнаться. Но нужно не забывать, что скорость держать можно лишь до 70 км в час. У ледовой дороги есть свои строгие правила. Во-первых, соблюдается дистанция между автомобилями, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на лед. Во-вторых, запрещены резкие разгоны и торможения. Есть рекомендованный скоростной режим. Также запрещено пристегиваться ремнем безопасности. Ремнем я не пристегнут, поскольку правило предписывает на ледовой дороге ехать не пристегнутым ремнем безопасности. Это на случай того, если вам экстренно вдруг придется покинуть машину. Ощущения непередаваемые и довольно своеобразные. Как я и говорил, слегка присутствует такой легкий страх. Все-таки как-никак вот очередной выступ ледяной был. Опять нужно быть очень внимательным, поскольку местами лед треснувший и находится на разных уровнях, то есть своего рода такие небольшие торосики. Как я сказал, впечатления довольно своеобразные. Присутствует легкий, совсем легкий страх. Но я думаю, это нормально для любого человека. Все-таки как-никак ты находишься на льду посредине, ну не посреди, а на море, скажем так. Я еду практически один, на льду никого нету. Машин не очередей, потому что сегодня среда. Сколько у нас? Без 5-9 утра. И, скажем так, народу вообще нету. Все, видимо, уже по своим делам разъехались. И я уже недалеко от острова. Вот я проехал 9 километров. Знак показывает. И впереди уже виден остров Кихну. Я очень давно не был на Кихну. Но в свое время я здесь побывал, даже пожил небольшой короткий период времени. Поэтому мне будет довольно интересно, как изменился остров с тех времен. Ну вот, собственно, я уже и подъезжаю, и здесь появились знаки неровности дороги. И я немножко замедлю скорость. Да, это уже подъезд, собственно говоря, к береговой линии. Заезжаем на остров Кихну. На Кихну, недалеко от церкви, я обнаружил одно интересное место.
которого, если не ошибаюсь, раньше не было. Ну, по крайней мере, я его, когда здесь был, не видел. Вот так оно выглядит. Это камень. Сверху стоит еще один камень. И надпись «Хойткем Армастус». Наверное, это правильно будет переводиться как «Дорожите, берегите, держите любовь». Так, берегите любовь, наверное, так будет, да. И вот такие монетки вокруг. Видимо, им не надо положить. Возвращаясь домой, опять по той же самой ледовой дороге. Для жителей Кихну ледовая дорога не аттракцион, а часть повседневной логистики. Она упрощает доставку товаров, поездки на работу и медицинские визиты. Это пример того, как природные условия формируют инфраструктуру и ритм жизни в северных странах. Ледовая дорога на Кихну временная, но впечатляющая часть зимней Эстонии. Она существует только при подходящей погоде и исчезает с приходом тепла. Всем удачных путешествий и новых позитивных открытий.